Прошло уже более 4 лет, как Олег Зубков отстрелил 20 медведей в парке Львов-Тайган, а тайганофилы все еще требуют доказательства этого необоснованного убийства несчастных животных, которых привозили со всех уголков страны. 13 ноября 2019 года на YouTube-канале Олег Зубков «Человек-лев» появилось видео с провокационным названием в стиле Татьяны Алексагиной «Максимальный репост». Парк Львов-Тайган хотят закрыть. Сегодня у нас 13 ноября. К сожалению, российские власти сегодня не оставляют мне выбора. Такая же ситуация должна сделана быть и по тиграм, и по львам, и по другим животных, которых очень много в коллекции зоопарка, сказки парка Львов-Тайган. К сожалению, содержать такую массу животных под постоянными нападками, под постоянным страхом быть закрытыми я не могу. И будет принято решение, окончательное решение по отстрелу 30 медведей из коллекции парка. По-прежнему повторяю, что если кто-то готов забрать себе этих медведей, такая возможность есть. Пожалуйста, забирайте, содержите. Буду только рад, если они куда-то уедут. Буквально через 4 дня 17 ноября на сайте Юга вышла статья под названием «Экс-мэр Магаса готов спасти от отстрела медведей из крымского тайгана». Раньше он уже спасал медведей и орла. Бывший мэр столицы Ингушетии Беслан Сычоев написал в своем инстаграм, что готов забрать 30 медведей из парка Львов-Тайган, чтобы не допустить их гибель. 7 декабря 2019 года на электронную почту Тайгана из сказки Арби Вахидович Атабаев написал письмо, в котором указал свои контакты и желание забрать всех медведей. Нам известно всего лишь о нескольких случаях, когда люди откликнулись и готовы были спасти всех медведей, имея на это возможности, деньги и условия для содержания, которых не было у самого олигарха Зубкова, как он сам утверждал. Этим событием был озабочен друг Зубкова и коллега, известный дрессировщик Эдгард Запашный, который также убежден, что подобные провокации убийством животных попросту неприемлемы для заводчиков диких животных. Конечно, какие-то вещи меня обескуражили, когда руководство парка вдруг заявило о том, что они могут прибегнуть к мере уничтожения медведей из-за нехватки кормов. Это, честно говоря, меня немножко выбило из колеи. Я думал, что люди, работающие с животными, в принципе, не могут произносить такие вещи. И я говорил, что, Олег, неправильно. Надо все-таки не по привычке работать. Тебе придется работать не по привычке. Так почему же Зубков не отдал медведей, как обещал публично со своих YouTube-каналов? Зубков и Алексагина на этой новости подняли резонанс и привлекли внимание тайганофилов, которые подняли вселенский вой, что их бедного и несчастного мученика Олега затравили власти Крыма. Для особо одаренных объясняю, что у Зубкова в его действующем акционерном обществе «Голубая Нива» открыт АКВЭД 0170 охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Это значит, что Зубков не только для себя узаконил возможность отстреливать диких животных и охотиться на них, но и сам предоставляет подобную услугу для своих клиентов. А это и есть та самая вольерная охота. Купить живого медведя на территории России можно от 20 до 150 тысяч рублей, в зависимости от возраста и его разновидности. А так как медведь всеядный и более того, специалисты даже не рекомендуют его кормить мясом, чтобы не пробуждать в нем инстинкт хищника, а это означает, что прокормить медведя становится еще проще. Таким образом, содержание одного медведя редко обходится более 8 тысяч рублей в месяц. А вот шкура медведя уже стоит от 50 до 120 тысяч рублей, чучело медведя стоит в среднем от 100 до 150 тысяч рублей, одна тарелка супа, сваренная из лап медведя, в некоторых городах азиатских стран стоит около 90 тысяч рублей. Мясо медведя 1500 рублей за килограмм, а его желчь от 20 до 50 тысяч рублей. Неужели вы думаете, что Зубков упустит возможность заработать на медведях, учитывая, что у него давным-давно налажены деловые связи с Китаем? Согласно ответу Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры от 18 октября 2021 года, в феврале 2021 года Зубковым была проведена эвтаназия 20 медведей путем отстрела. Прошло больше года с того периода, когда Зубков жаловался, что могут закрыть его парки, все проблемы были позади, финансовые трудности тоже. Но он все равно их убивает, указывая причину – значительные финансовые затраты на их содержание. Тайганофилы, снимите уже,
Наконец, розовые очки, и поймите, что животные для Зубкова – это всего лишь средство для обогащения, а для вас, наивных, показывается красивая картинка, как мученик Олег расцеловывает животных. В то же время, с ножом в руках, на своих фермах разделывая медведей, львов и тигров, он набивает шкурами и дериватами свои холодильники для продажи в города Азии.